Глаза отвечают за сладкую жизнь человека. Когда у человека есть заболевание глаз, это говорит о том, что он не пускает в свою жизнь сладкую жизнь. Есть заболевание глаз, это говорит о том, что человек живет и сам себя огорчает. Не нужно, вот если вы гипотетически уберете огорчение, не позволите себе огорчаться, а вместо этого будете радоваться, то вы снимете очки, как я это сделал. Глаза отвечают за сладкую жизнь человека. То есть, если у человека сладкая жизнь, и он говорит, мне и это нравится, и вот это для меня хорошо, и вот это нравится, и вот они нравятся, и жить вот так нравится, тогда он снимает очки, потому что глаза – это символ сладкой жизни. А когда человек огорчается, и вот это не нравится, и вот это не нравится, и вот эти воспоминания не нравятся, то тогда он одевает очки, то есть он сам себя огорчает. Глаза – символ сладкой жизни. Поэтому глаза и лечатся в аюрведической традиции медом. Мажут глаза медом, знаете это, да? Почему? Глаза соответствуют энергии огня и соответствуют элементу мед, или соответствуют элементу сладкое. Таким образом могу сказать, что если не хватает сладкой жизни, тогда глазам плохо. Если хватает, то глазам хорошо. Также умывать глаза не нужно, потому что мед растворяется в воде. Вы представляете, там я когда-то смотрел курсы Недовлатова, еще какого-то мужчины азиатского происхождения. Как его фамилия? Нарбекова, да. И он говорил, что нужно глаза открывать в воде, стараться делать это постоянно, делать вот эту гимнастику. Так вот, я вам скажу, что это все не работает. И в традиции эзотерической считается, что глаза наоборот, им не свойственна вода. И они, хочешь, чтобы глаза дольше работали, не нужно открывать глаза в воде, не нужно полоскать глаза водой тоже. А вообще они советовали полоскать воду или брать воду для умывания глаз подслащенную, чтобы там было небольшое количество сладкой. Понятно? Сладкого. Вот так, вы представляете, как все наоборот. А он говорил, давайте шевелите глазами, открывайте глаза в воде, так вообще глаза потеряете, быстрее причем. Потому что у нас слеза это не вода, там физраствор находится, он соленый, да. Поэтому уже как бы само под собой подразумевает, если глаза открывать, то под соленой воде. Или, если правильно, подслащенной. И соль и сахар являются прообразом одного и того же элемента огонь. Соль является элементом огонь в аюрведической традиции, и сахар является, не сахар, а мед является элементом огонь в аюрведической традиции. И приравнивается к элементу кровь. Поняли? Приравнивается к элементу кровь. При этом сахар или сладкое приравнивается к элементу кровь и элементу вата, а соль приравнивается к элементу пита и тоже кровь. Ну, где-то вот таким образом. Но могу сказать вам, что это действительно так. Нужно так делать, чтобы в жизни было больше счастливых минут. Знаете, люди, когда взрослеют, они очень часто погружаются в воспоминания. И из этого можно сделать вывод. Чем старше человек находится, тем больше у него негативных воспоминаний прошлого. Так вот, у молодых людей обычно не появляется негативных воспоминаний прошлых или их очень мало. Таким образом можно сказать, что между прошлым и между будущим, то есть между рождением и смертью, есть элемент, который обусловливает старение. Этот элемент называется воспоминание. Таким образом можно сказать, если молодые ничего не помнят, а у взрослых очень много воспоминаний, то тогда из этого выходит традиция или концепция вечной жизни, которая звучит так. Старайтесь не вспоминать плохое, тогда будете жить дольше. Таким образом, если вы стараетесь вспоминать плохое, тогда вы будете жить короче. А еще, если вы вспоминаете плохое за вчерашнее, то тогда вы им наполняете настоящее, и таким образом оно будет у вас и в будущем. Это ваши программы, вы так их реализовываете. Старайтесь вспоминать хорошее в своей жизни, тогда будет хорошее и в настоящей жизни, и вы будете реализовывать хорошее в будущей жизни. Старайтесь изменить на позитивное мировосприятие и старайтесь в этом позитивном мировосприятии находить все-таки в себе силы, не ковыряться.
Также я могу сказать, что любое ковыряние в прошлом всегда будет связано с вашим старением. Всегда. Чем больше человек переживает бессмысленно, чем больше человек вспоминает, тем быстрее он будет загибаться. Когда я очень сильно болел, я помню эти моменты. Я старался судорожно найти причины, почему это со мной произошло. То есть я пытался разобраться, из-за чего произошло. А потом я понял, что произошло не из-за чего. Как ребенок, за которым смотрят родители, которого сбивает машина. Из-за чего это произошло? Из-за того, что родители не досмотрели. И как же можно на это повлиять? А никак. Потому что как бы я не... Вот что важнее, разбираться, кто виноват или кто прав рядом с этим ребенком, или оказывать ему первую медицинскую помощь? Тогда что важнее? Тогда из этого следует вывод, что какие бы выводы прошлого не были, они никак не могут повлиять на настоящий момент. Таким образом, я убрал из своей жизни слово из-за чего и почему. Я их не произношу. Почему? Это не имеет значения. Таким образом, я совершенно не ковыряюсь в своем прошлом, считаю, что это прошлое для меня абсолютно неважный фактор моей жизни. Таким образом, получается жить дольше и чувствовать себя лучше. Это особенность заболеваний. Не вспоминайте ничего, ни плохого, ни хорошего. Жить будете лучше. Дальше. Живите своей жизнью. И есть ряд заболеваний. Первое – заболевание склероз. Второе – заболевание ушей. Третье – шум в голове. Это часто появляется, если человек произносит чужие слова, предполагая, что это слова его. Понятно? Не повторяйте за людьми, это плохо. То есть человек, допустим, я разговариваю, а кто-то повторяет. Развьете у себя склероз. В дальнейшем будет склероз Альцгеймера и там тяжелейшие болезни с атрофией сознания. Не нужно этого делать. Не нужно повторять ни про себя, ни вслух, ни кому-либо еще. Это ваша жизнь. Чужие слова для вас не играют роли никакой. Почему? Потому что сознание должно переварить и создать свой образ. Потому что чем больше будет у вас чужих слов вместо вашего сознания, тем меньше у вас будет своего персонального сознания. Поняли? Работайте над персонификацией своего сознания, потому что в случае, если повторять слова чужих людей, думать словами чужих людей или произносить слова чужих людей, то, скорее всего, часть нашего сознания растрачивается. Я даже хочу вам прочитать некоторые вот такие отрывки. Когда-то я для себя писал слова такие, кем бы я не хотел быть на 100%. Это у меня получилось около 100 листов, кем бы я не хотел быть. Но я не буду читать все, я почитаю вам чуть-чуть, хорошо? Я не хочу быть тем, кто повторяет слова других людей или кого-либо. Видите, это один из важных элементов. Почему? Я стараюсь, Бог создал меня думающим, поэтому я буду говорить только свои выводы, персонифицированные, мои. Так я становлюсь индивидуальностью. Это были первые мои слова. Вот этот текст был написан около 19 лет назад. Представляете, этот текст я написал для себя 19 лет назад. Я считаю этот текст для себя ключевым. То есть это мой внутренний как бы концептуал, да? То есть моя внутренняя концепция. Я принципиально не хочу повторять слова других людей, жить как другие люди и думать как другие люди. Для меня очень важны мои собственные персональные выводы. Что в этом плохого? Я могу сказать, что в тот момент, когда я начал жить именно таким образом, то я стал умнее, чем я был до этого момента. Хотя за моими плечами было и классическое образование очень неплохое, и там какие-то достижения финансовые, и даже там обретение семьи и так далее. Но спустя годы, даже то, что я не люблю делать, вспоминая ту жизнь, в которой я жил, могу сказать, эта жизнь была наполнена огромным количеством претензий, и я вспоминаю себя как просто тупого идиота. Понимаете, просто тупого идиота. Очень долгий путь был, пока я не понял, что я не хочу ни повторять слова других людей, ни жить жизнью других людей, а создавать персональные выводы, потому что это жизнь моя, Бог создал меня, и я должен быть индивидуальностью. Знаете, что подкупает во мне, как в эзотерике? Я не повторяю выводов других людей, я живу через призму собственных выводов. То есть для меня собственные выводы моей жизни, они гораздо важнее, чем призма обучающих факторов других людей. Я научился рисовать со временем, я делаю это
как мне кажется, очень неплохо. Рисую маслом и карандашом, хотя в детстве это было мне совершенно не свойственно. Почему я решил это делать? Дело в том, что когда я начал рисовать, то приехал другой человек и говорит: у тебя очень неплохо получается, но давай я тебя научу. И в этот момент я сказал: я не хочу учиться, и я не хочу это делать принципиально. Почему? Я не хочу повторять рисунки или быть тем, кто рисует так же, как кто-то. Я хочу рисовать так, как я хочу. Пусть это будет плохо, но зато это будет так, как я чувствую. Понимаете? Я очень хорошо сочиняю музыку, у меня очень хорошо получается там и живопись, и поэзия. И могу сказать, что я это делаю так, как мне хочется. То есть я не хочу слушать и повторять, как это делает кто-то, я хочу выражать собственные чувства. Почему? Жизнь устроена по принципу стать индивидуальностью. Не повторить путь кого-то, не повторить слова чьи-то, а быть индивидуальным, персонифицированным существом. Тогда вы становитесь как ограненный бриллиант. А когда каждый раз там слова другого человека, повторение там концепций каких-то, потом тыкание этими концепциями кому-то, это неправильно. Это должно быть переварено вами, и должна быть позиция ваша индивидуальная, совершенно другая. Скажите, вы хотите слушать дальше? Да. Я не хочу идти дорогой и брать пример с других людей. Это была вторая цель моя. Пусть путь у меня индивидуальный, важнее в моей жизни получать удовольствие. Это было написано 19 лет назад, представляете? Третье, я не хочу соответствовать образу, который от меня ожидают люди, ведь я настолько смелый и правдив, чтобы быть самим собой всегда. Представляете? Это было написано 19 лет назад. Представляете, как много в жизни изменилось после того, когда родился у меня ребенок, и я написал вот этот 100-листовый рукописный текст того, кем бы я не хотел видеть в себе, ну, каким бы я не хотел быть. Понимаете? Ну и там очень много. Я хочу немного больше в жизни, здесь есть дальше такие тексты, так как желание, в моем понимании, это та эволюционная энергия, которая позволяет мне двигаться вперед и не останавливаться на достигнутых целях. И вот этих вот, что бы я не хотел сделать в моей жизни, это является моим классическим концептуалом внутренним, и я стараюсь соответствовать этому досконально и 100%. И это не отрицание жизни, а это, скорее всего, желание быть прежде всего индивидуальностью. Индивидуальность без естественности невозможна, поэтому в этом тексте есть где-то такие слова, что индивидуальность и естественность – это естественное состояние жизни, поэтому я хочу не соответствовать кому-то, а быть просто естественным в себе особенным. То есть где-то вот такие слова я очень часто для себя произношу. Вот такой концептуал, я его решил не давать ученикам школы. Почему? Я считаю, что в случае, если я даю свой концептуал ученикам школы, то тогда они не могут быть индивидуальностью, соответствуя моему концептуалу. Понимаете? Тем не менее, поэтому я этого и не дал. Но своему сыну дал. Почему? Мне очень хочется, чтобы он прожил жизнь, не совершая ошибки, которые я прожил сам, или которые я совершал в своей жизни. Но он из этого выбрал то, что ему нравится, после этого это переделал для себя в своей там собственной манере и живет индивидуально. Я вообще больше всего в жизни уважаю индивидуальность, которая может возникнуть в одном определенном человеке. Пусть она дурная, смешливая, бредовая, но это индивидуальность. Можно прожить как серая мышь, а можно быть индивидуально нервной или индивидуально там, апатичной, кривляющейся, но зато это будет звездная жизнь, будет ощущение, когда ты будешь умирать, что ты удовлетворен своей жизнью, понимаете? Не нужно избегать стрессов, а нужно наоборот принимать решения, жить как черепаха Тортила, помните, которая пела: драться надо, так дерись, никогда не знай покоя, плачь и смейся не впопад, я была сама такой 300 лет тому назад, да? Куда вы дели вот эту непосредственность, которая была у вас в самом детстве? Вы были непосредственные, веселые, радостные, вы эволюционировали правильными существами. Зачем вы начали брать чужие слова как собственные концепции? Живите своей индивидуальностью. Хотите — подходите, не хотите — не ешьте, хотите спать — спите, не хотите спать — гуляйте. Найдите в себе возможность быть тем человеком, который идет на поводу своим собственным внутренним желанием. Пусть это будет в вашей жизни. А только постоянное отрицание: и это мне не надо, и это мне не надо, а так не надо, а что же люди подумают, а что еще эти подумают. Это создает элемент сети или создает элемент вот такой вот
коробки, в которой мы сидим. Вроде и золотая, но все время ощущение такое, как будто чего-то не хватает. Нету ограничений, душа человека свободная. Поэтому наша свобода, она целиком зависит от нас. Как хотите, так и делайте. Как хочется, так и живите. Представляете? Не следите или не слушайте, что вам кто-то рассказывает или как-то хочет вместо вас что-то для вас сделать. Понятно? Живите индивидуальной жизнью.